Покажу вам еще сегодня кусок работы такой сделал. Чисто настроение было. Бо, наверное, мне тоже еще не каждый день заставишь это делать. Обрезал все эти деревья. Кстати, может кто-то знает, вот это дерево болеет. И это стало видно только когда все зацвело. Оно все такое... Что это такое? Что с этим делать? То ли его срезать, то ли вылечить. Может кто знает. Все эти ветки нижние пообрезал. Почистил внутри деревьев. Они были загущенные. Вот это тоже болеет дерево. Я вообще не пойму, чего с ним. Но его тоже резать, видите, если не резать, что с ним может быть. И мне кажется, эта плесень на них растет тоже от старости и сырости. Смотрите, как орех почистил. Куча сухих веток было, вон чего посрезал. Какой вам строитель будет, блин, резать это все? Ну просто жалко сад, вы понимаете, даже пройти невозможно. Тем более что-то здесь... Ай, яма. Какие-то плоды уже есть, я не знаю, слива или что. Видите, все это посрезал, все это внутри было просто кошмар. Сейчас все чистенько. Опять же ветки добавились, ну, высохнут, спалю потом. Здесь к забору было не подойти. Здесь, кстати, более-менее за ним следил кто-то. Это не знаю тоже, что за деревцо. Может, кто знает. И в Риме вроде бы растут большие. Или ошибаюсь. Такое лысое, без коры. Вот это все почистил. Оливу почистил. Это просто были джунгли. Подойти невозможно было. Паутина сухих веток. Вот типа как... Ну вот так. Часа два потратил минимум, если не больше. А еще ветки собирать. Мне кто-то говорит, ты что ты сделал? Видели бы вы, сколько я этих мелочей всяких тут делаю. По ходу. И не все снимаю. Вот это груша. Я боюсь, что она тоже хочет заболеть. Может, тоже кто мне скажет, как ее спасти. Потому что процесс идет. Как бы все эти листья не скрутились потом. Кто знает, благодарю. Я выпью кофе с сигаретой. Я вообще не удивляюсь, как будто меня смотрят все некурящие. Вы видели, что на работах происходит? Что они нюхают, что они курят и что они бухают? Извините меня, я святой с этой сигаретой по сравнению с ними. О, вообще удобно. Говорят, надо за дерево держаться периодически. Энергию плохую забирает. Хочу отдельно сказать одному Андрею, моему подписчику, который периодически как-то агрессивно на меня настроен. Понимаешь, Андрей, то не во мне что-то не так. Он говорит, что это хозяйки здесь нету, что это я купил, что я что-то кручу, что я что-то тут выворачиваю. Либо ты проработал с такими людьми, и ты ищешь в каждом напарнике, человеке какое-то говнецо. Ты считаешь, что все хитрые. Я не такой, как все. Просто мне не нравится таким быть, как все. Мне не нравится жить, как все. Опять же, почему я живу в Италии? Вот потому что мне так захотелось, мне надоело, мне стало скучно в Украине. Почему я не имею права? Еще раз повторюсь, в 17 лет я на Дальний Восток уехал. Там погулял, пожил. Дело не в деньгах. Ну, в деньгах, да, потому что, вот опять же повторюсь, в Украине я жил, ну, на ноле. Крутился, как белка в колесе. Я работал в ночную смену в колбасном цеху. Утром шел, торговал. Раз в 2 недели ехал за границу за покупками, за товаром. И все, чтобы, блин, просто прокормить семью. Маленький ребенок, жена не могла работать. Меня не устраивало это. То есть то количество сил, которое я влаживал раньше, по молодости,
за копейки, а то и бесплатно. Я те же самые силы, даже меньше, могу вложить здесь и спокойно жить. То есть мне хватает денег этих. Там мне не хватает пока вот купить дом, потому что я жил просто. Наша семья жила, она не напрягалась особо в плане покупки дома. Потом. В МИДе, когда у нас еще жили квартиранты, все платили там по 200 евро в месяц, скидывались за квартиру, оно и незаметно было вроде как. Потом они ушли, ну мы как-то с женой так пополам, она половину, я половину. Не потому что у нас что-то разделяется, я всегда больше трачу. Дело не в этом. Я когда работал в бригадах, напоминаю, что 8 лет я работал вот с одним там. И приходили новые, наши приезжали. Я вам скажу, я уже тоже рассказывал, что они все какие-то вечно обозленные. Вечно на тебя из-за угла смотрят. А что ты сделал? А что ты сказал? Что ты пошел настучал? Что ты мутят воду постоянно. У меня просто опыт, я говорю, что на Дальнем Востоке я прошел мореходку. Я жил с людьми по 100 человек. Я жил с чеченцами, со всякими там странными, тяжелыми людьми, их там по 300 человек в куче собирались. Жуткая жизнь была, понимаете? Я научился еще там жить, разговаривать. Поэтому с какими-то 5 я справлюсь спокойно. И я вот проработал 8 лет. Но эти ребята, одни приезжали на год там поработать, кто-то уходил, кого-то увольняли. Вот опять же, таких, Андрей, как ты, которые просто тупо баламутят воду, не имея на этом. Даже если ты будешь специалистом, но ты баламутишь воду, тебя все равно выкинули бы с бригады. Так вот они все, я как бы и больше зарабатывал их, хотя вроде бы больше и не делал, чем они. И они были бы вроде бы специалисты. Но я просто как паровоз, знаете, шел вперед, и все, я просто делал свою работу. А вокруг меня хоть, гори все синим пламенем. Они так меня доставали своим каким-то вот этими вот взглядами. И я в какой-то момент, знаете, пришел такой даже под пивом. Все работали, а я просто себе выходные взял не на неделю. Сказал, я не хочу работать. Я таким способом показывал шефу, как со мной работать, а как без меня. Я понимаю, что незаменимых нету. Но тем не менее. Я пришел вот так вот сел, говорю, знаете что, вы тут можете... это с шапки. Хоть наизнанку вывернуться. Вы приходите сюда и уходите, а я остаюсь. Понимаете, что бы вы ни делали. В конце концов, один молдаван меня съел. Тот такой, И я вам скажу так, что если кто-то себе ставит цель вас сожрать, он сожрет. Но здесь все зависело от понимания моего шефа. А он такой был немного как, я извиняюсь, проститутка. Он всегда считал, что сейчас кто-то новенький пришел, он, наверное, умнее. А многие любят показуху сделать, знаете. Он еще такой был, 120 килограмм веса. Там только классно поставить интонацию, там умные слова вставить, и ты уже производишь впечатление. Где я худой, тощий, Мне сложно произвести впечатление. Только упорным трудом, так сказать. И что-то он там подсирал. Смотрю, мой этот шеф начал меняться. Думаю, ешь ты моешь, вот это ты мне столько лет знаешь. Это чудо ты знаешь полгода. И я ему просто открывал глаза, говорю, ну ты ж посмотри. То он тебе паркет залил, то говно там сделал. Ты что, не видишь? Вот я эту комнату делаю, он такую комнату красил 2 дня. Кухня там, правда, была. 2 дня. То, что я делаю за полдня. И он говорит, не, он толковый, он умный такой, он умный. Я говорю, так он умный для себя, а не для тебя. И тот себе молдаван притащил еще 3 молдаваней. Я ничего не имею против молдаван. Я вам еще раз говорю, что у каждого свой принцип. Но со всеми молдаваниями, что я работал, это 100%. Что они против украинцев. Ну вот так. Не моя вина. Это я жизнь прожил, 50 лет. Это было и на Дальнем Востоке, и здесь. Всегда они были такие отдельные какие-то. И у меня же нет такого, видите, я с румыном работаю, я же не тащу именно вот украинцев. Мне главное, чтобы рабочий был.
А у них нет, они кучкуются, группируются, и всех чужих, ну не все, конечно, но это так. То есть все, фактически, вся старая бригада он развалил. Знаете, какой молодец. Привел своих молдаваней, его эти кореша рассказывали историю, что ему где-то в баре он так кого-то достал, наговнил, что ему там бутылку на голове разбили, блин, он настолько. Я говорю, он здоровый такой, черт. И все, он сделал одну говняную работу, вторую, и уехал, короче, теперь ни молдавана, ни старой бригады. Но он работает там с одним украинцем, этот мой шеф. Иногда меня зовет. То есть мы не остались там врагами. Ну, вот так он переключил. Поэтому, Андрей, еще раз тебе повторяю, что не думай, что все какие-то мудаки, все, естественно, какая хитрость? У меня нету никакой хитрости. Я вам рассказываю способы, как можно больше заработать, как на примере моей жизни, как можно использовать мои какие-то способы. А каждый, и ты тоже, можешь выбрать для себя свой. Зачем ты так глубоко ковыряешься во мне? Еще раз тебе лично объясняю. Канал я создал от скуки. Просто думаю, ну блин, как-то же эти люди занимаются. Я говорю, что я универсал по работе, я универсал по жизни. Я умею ремонтировать машины, телефоны, компьютеры, я много чего умею. Но мне было интересно, как этот YouTube работает. И все. А заработаю, я не заработаю, да. В конце концов, не считайте вы чужие деньги. Я о деньгах не думаю, знаете почему? Потому что я просто делаю какое-то дело. А любое дело, оно приносит прибыль. И чем у тебя больше этих разных дел, тем больше прибыли. Особо-то и не надо заморачиваться. Просто что-то делайте, и деньги будут сами приходить. Вот так вот. Сегодня раз я с сыном хочу разобрать эту кучу. Вот тут не пройти, уже не проехать. Так-то вроде все чисто. И эту кучу я могу соседу, как я говорил, там закину. Тут чисто, видите. Есть у меня пару ям, которые при дожде постоянно лужи, вода, при въезде тоже. Часть засыплю сюда, часть выкину туда и кучу разгребу. И кое-какие полезные действия сделаю. Ну, как всегда, совмещать надо приятное с полезным. Иначе мне надо вызывать грузовик. А одни грузовики надо туда без мешков можно закинуть. Но это долго лопатой стоять ждать он должен. Либо это собирать в мешки. Так что и плюс камион 150 будет стоить, а то и больше, потому что зона такая далекая. Камион это грузовик. Ну, в общем так. Мы сделали небольшую ошибку с Марьяном, что так бездумно слаживали все в кучу. Но настолько были озабочены той работой, чтобы шло вперед, что думаем, ну потом уже как будет, так будет. А сейчас это надо как-то решать. Вообще-то такая куча есть на любой работе, куда слаживается весь материал, потом вывозится. И кто как делает, кто в бидоны слаживает, такие большие, как мы раствор разводим, вот этот один черный. Кто сразу пригоняет такой прицеп, типа что ли, туда слаживаешь, потом он приезжает, его забирает сразу. Или в мешки. Но мешки тоже денег стоят. Там, хорошо, когда есть там старые, а новый мешок стоит, не знаю, 40-50 копеек сейчас. И там надо, допустим, 100-150 мешков, но те же, опять же, 50 евро как минимум. Только на мешки пойдет. Кому может тоже пригодиться. Есть пункты, где вы можете в день 10 мешков тоже привезти, бесплатно выкинуть. Если больше, тоже платить надо за каждый мешок. Причем этот кальчиначий, ну, бой кирпича, скажем, должен быть чистый, без пластика, без бумаги. Сегодня покажу, что сделаю. Наверное, многие такого не видели. Надо поставить сюда кран. И Юра нам сейчас заделает этот стрёмный камин, эти все дырки. Купил я вот такой кран.
В общем-то получается, что Марьян сделал не так, чтобы сбоку заходило. А здесь есть два варианта. Могут и снизу заходить вот они. Если я переделаю это, то может быть снизу и лучше, потому что мало ли здесь. В общем-то ничего здесь прибиваться, вряд ли что-то будет. Но ладно, переделаю по-быстрому, чтобы это будет по времени. То же самое, что я съезжу в магазин. Эти соединения для крана и труб есть прямые, а есть с углом. Он мне дал с углом, а я что-то не посмотрел, не подумал в попыхах. Я же говорю, тут на каждом шагу столько мелочей, чуть где-то проморгал и ошибка. Ну ладно, небольшая ошибка, опять же, всегда есть запасной вариант. Ну и пару слов за инструмент этот. Я его купил в Лидле. Он немного тяжеленький для, скажем, по сравнению с другими фирменными. Bosch, Hilti, но те стоят по 300, по 500, по 700 евро. Не обязательно покупать такие мощные. Тем более, что если вы не работаете там раз в год этим инструментом, даже раз в полгода, вам достаточно. В конце концов, с каждого объекта его можно выкидывать и покупать новый. Или даже если на этот объект кто-то залезет и украдет его, ну извините, я потерял 70 евро или 700 евро, если бы был Hilti. В этом есть свои преимущества. И что мне нравится в Италии, что трачить, делать, штробить очень легко. Даже вот этот вот материал туфа, видите, какой он мягкий. Вообще никаких проблем. Даже если делается с кирпича, с фуратов, то есть пустотелый кирпич, тоже легко. У меня в Украине дом, с цельного кирпича, еще с австрийского. Там, не дай бог, что-то вот такое делать, это руки сломаешь и никакого инструмента не хватит. Иногда такой кирпич попадается, что искры летели от зубила. Он какой-то перекаленный, аж внутри с черными такими пятнами. Цены на такие работы, ну, раньше было, лет 5 назад, я знаю, 350 евро одна точка. Но мне тяжело, вот это я в интернете где-то посмотрел, мне тяжело ориентироваться с этими ценами, потому что цену пишут, они пишут с материалом, то есть с сертификатом или как это все. Не всегда все понимаешь. С сертификатом вам объясню. Сертификат уже фактически есть. Человек приходил, посмотрел на тот газовый баллон на улице, который поменяли, пришел, посмотрел на газовую колонку, которая на улице, и все. Но хозяйка хочет, чтобы было спокойнее, чтобы было все как, ну, в принципе, да, для и жилья это система, то есть спокойно с ней жить. В магазине этот кран с двумя, насадки на эти трубки мультистрата, 60 евро я заплатил. И как бы вам ни казалось, что все просто, тоже все непросто. Опять же, по моей практике, один раз случилось. Тоже работал с нашим украинцем, ну, он не сильный спец по этим работам был, но сам взялся и сделал. Почему-то он их не докрутил, как-то, я не знаю, как так получилось, но уже положили плитку, закончили кухню, открыли газ, а там все воняет, то есть они даже были не закручены, эти гайки, нормально. Пришлось, а его не снимешь так, не залезешь туда ключом, пришлось разбивать плитку вокруг, все переделывать, это ужас был. Второй момент, что если вы не утопите его хорошо, правильно вовнутрь, плитку, когда вы положите, то есть окончательная вот эта планка декоративная, она не ляжет ровно на плитку. Лучше дать чуть-чуть вовнутрь, чем слишком вывести наружу стены эту коробку. Будет проблема. То есть потом останется зазор несколько миллиметров, может, между плиткой и уже декоративной вот этой планкой окончательной. Во-вторых, его надо ставить хотя бы в метре от газовой плиты, а не так, что вы его поставили, а оказывается, он будет стоять прямо над плитой.
Ну и опять же, как бы все просто не казалось, нужен инструмент для этого. Допустим, эти пинцы, или как они там, не помню, как они называются по-итальянски, в общем, что зажимают эту трубу. Я купил лет 5 назад на одном объекте, кстати, тоже, где мне кинули, меня не заплатили. И, скажем, заработать с таким инструментом сильно не заработаешь. Не так часто такие работы попадаются. Мне даже здесь на фирме я работал, пришел гидравлик, а у него нету чем опрессовать эти трубы. Говорит, у тебя есть? Я говорю, есть. Что вы думаете, кто-то дал мне хоть 10 евро за аренду или там кофе поставил? Нифига. Поэтому я влаживаю, покупаю недорогой инструмент, и когда выстрелит, выстрелит. Нет, тупо просто валяется. Главное, чтобы было место, где ему валяться. Ну и почти есть все у меня. Ну и покажу вам вот этот сам процесс работы подробно. Ну, может, кому-то пригодится, научитесь. Ну, а кому не надо, просто задумайтесь, ну что здесь такого мудреного, что здесь должен прийти специалист. Один раз посмотрел, один раз вместе с кем-то попробовал, и ты уже умеешь. Ну, уж надо быть полным бараном, чтобы не сделать это или не понимать. Есть нюансы, опять же, нюансы по установке, которые, кстати, тот же гидравлик может и ошибиться. Вот я вам говорю, что правильно надо выставить по уровням и так, чтобы она достаточно правильно была утоплена внутрь стены. Ни больше, ни меньше. Но опять же, на коробке есть вся инструкция, как это должно устанавливаться. Сели, почитали и вперед. Многие боятся, ну как, это же газ. Ну газ, так везде все одинаково. Вода, газ, все опасно. Надо делать так, чтобы ничего не протекало, ничего, нигде никаких пердит не было. По-итальянски как. Ну, пердит, может, вам смешно. Пердита это утечка. Все это проверяется. Есть даже вот для газа, кстати, специальные такие тестеры, но они немного дороговаты. Ну, так проверить можно. Можно мылом, можно на нюх. В Украине все огнем даже проверяли краны. Поджигаешь зажигалкой, огонек есть, значит, оно не взорвется, поверьте. Внутрь огонь, внутрь трубы точно не пойдет. Ну, опять же, это все в пределах логики и разума. Не то, что там аж шипит и воняет, а вы что-то там поджигаете. Если ничего не воняет, ничего не шипит, там может малейшая что-то утечка, то можно. Но вообще лучше вам не советовать такое. Хотя, опять же, не сам же я придумал. Я же видел, как дома газовщики так проверяли. Ну и еще по теме газа. Скажу вам, не у всех здесь есть газ. Вот даже, допустим, на этой вилле. Но если бы не было в земле этого баллона закопанного, все равно есть выход. Есть газовые плиты прямо рядом с местом для баллона газового, маленького. Ну, типа видели в видео. Здесь рядом, кстати, стоит вот этот тоже обогреватель. И все, вам спокойно на месяц-два на газовую плиту такого баллона хватит. И вот Марьян, сколько я его знаю, они здесь живут с газовым баллоном. Все нормально, никаких проблем. Раз в месяц-два поехал, заправил 25 евро баллон. И тогда, естественно, не надо никаких таких сложных кранов. Еще один совет. Если вы устанавливаете новые трубы, краны в полу, на стенах, сохраняйте какие-то фотографии. Потом вдруг вам надо какой-то неожиданно забить гвоздь или где-то что-то это самое, пробить стену, у вас хоть будет фотография, где находится старая труба. По поводу, кстати, плесени и сырости. Да, вот я разбил внутрь эту стену, она сырая. Сырая, но она, видите, нету там какого-то грибка явного, там даже вони толком не было. Вот снаружи, да, где-то там местами была вонь. Но она еще должна будет сохнуть. И мне немного вот не нравится то, что это все мебелью заставится, и она еще не просохла. Конечно, она сейчас будет и снаружи просыхать, но сзади нету солнца. Вот это вот беда. Еще эту же работу можно проводить и с медными трубами.
Для меня, я не работаю с медными, у меня нету, не паяю я ничего, пока не дошел я до этого. Металлические только я видел для газа ставят снаружи, там в больших домах. Сюда газовая труба, кстати, тоже идет под землей. Некоторые тоже удивлялись. Несколько раз я видел установленные такие краны, причем вот так вот эти желтые трубки, они не были натянуты так, как я вот это играюсь. Просто болтались в стене, то есть люди, кто ставили их, они вообще не парились или не понимали, зачем они нужны и как их надо установить. Ну, короче, молодость победила. Туго так заходила, но как раз так и должно быть. Зачем это делается? Если по трубе есть какой-то пробой внутри, то есть оно выйдет в эту коробку и будет слышно запах газа. То есть по стене газ никак не попадет. Либо он в ту сторону выйдет на улицу, либо здесь. То есть вот это вот правила итальянские. Стопроцентная гарантия. Ну и чтобы сделать сертификат, должно быть так. Ну и переходим к электрической части. Так как мы перенесли и установили в нужном для нашей кухни месте умывальник и, соответственно, краны и слив для мойки, получилось, что старая распределительная коробка оказалась прямо вот под кранами. Ну, наверное, это вообще как-то стрёмно, неправильно, и надо было перенести. Марьян трубы установил, мне скрутил эти все провода, говорит, делай сам, я не знаю как. Ничего, поигрался, перенес, будет оно уже в соседнем отделении, как бы, главное, что вдруг там кран сломался или что, или обычно там что-то капает, подтекает, оно хоть не будет течь на коробку. Эта розетка, я не знаю, пока нужна она, не нужна, можно ее закрыть просто чем-то, пусть лучше будет. Хозяйке вообще надо очень много розеток, ну, в общем-то, наверху. У нее любитель она всяких электрических приборов. Хорошо всегда, когда лишняя розетка, но дело в том, что при работе каждая точка, она же тоже стоит денег. Даже просто купить комплект розетки, такой, ну, минимальную цену, она вам выйдет около 20 евро полностью. А может и больше, смотря как укомплектовали вот эту вот трехместную коробку. Ну и точка с материалом совсем, я не знаю, сейчас цены очень выросли. Наверное, точка сейчас доходит до 50 евро. Она и раньше-то была 50 евро. Ну, как-то скидывали люди 30-35. Но с этим подорожанием, я думаю, что минимум сейчас 50 евро точка. Скажите, кто в курсе. Опять же, вот как понять, 50 евро только электрика или штраба плюс закрытие штробы 50 евро? Вот эти моменты у каждого по-своему. И скажем, даже если вы хозяин и хотите посмотреть цены, а как вы нам разобраться? Вы посмотрели одно, а вам придут, скажут другое. Когда-то я помню такое, электрик назначал свою, допустим, цену, там 35, плюс 35 столько же на этого муратора, на тот, кто это все приготовит и заделает, потом выровняет. Ну а так как все это подорожало, то и цены тоже изменились. Ну и как всегда, переделывать всегда сложнее, чем новое. Кстати, вот и сама кухня. Вот плюс-минус такое расположение будет. Тут у меня листы гипсокартона, не хочу их сдирать, так проще заделать. Есть специальный стук для таких швов, стук per giunti называется, он более твердый, и только им надо заделывать. Ну и по этому поводу еще одна история из жизни по работе. Сделал я один потолок с гипсокартона.
Отправили меня на другой объект, поставили человека, чтобы он заделал эти швы. Он заделал, проходит что-то месяц, и меня шеф мой зовет, говорит, смотри, трещины повыходили. Я говорю, не может быть. А до этого еще один украинец, напарник, говорит, да, Андрей плохо сделал. Я сделал нормально, но просто мне дали минимум материала. Тем не менее, я его сделал нормально, не должны были быть трещины. Я люблю давать гарантию на свою работу. Ну, скажем, не в этом месте, потому что я тут леплю уже как есть. Это не моя работа. Прихожу я ремонтировать эти трещины. Расшиваю эти швы, думаю, почему треснуло. А там поставлена на простую шпаклевку. Я звоню этому, говорю, почему здесь шпаклевка, почему здесь неправильный материал. В некоторых местах вообще нету сетки. А он говорит, а у меня кончилась эта стука перджунти, вот эта вот правильная шпаклевка. И сетка потом кончилась. Я говорю, и ты решил сделать говно, лишь бы сделать, замазать лишь бы что, чтобы получить зарплату, а потом все свалить, что Андрей сделал плохо. Вы понимаете, что такое вот работать в таких бригадах? Я вам говорю, что у меня десятки таких примеров, блин. Для меня всегда важна была моя репутация, потому что вот даже тот же потолок я делал, это сестра моего начальника. Ну, я же не могу сделать и убежать, правильно? Все равно оно вылезет, поэтому я делал качественно и всегда старался. Но это не работает в реальной жизни, поймите, все это может забыть ваш начальник, придет один какой-то там Гриша, настроит против вас, и все пойдет против вас. Поэтому вся моя репутация, все, что я чему учился, оно просто помогает мне жить в каждом новом случае. А ждать, что кто-то тебя оценит, будет любить, ценить, дорожить годами, никогда не рассчитывайте на это. Незаменимых, правильно говорят, нет, и выкинуть вас могут в любой момент, поэтому вы должны делать так, чтобы от вас зависели, а не вы постоянно от кого-то зависели. Такое получается просто правило жизни. Вообще вы не задумывались никогда? Вот у вас же два глаза, да? Вы что ими смотрите? Как другие живут, как другие работают? А вот вы можете этими же двумя глазами посмотреть на себя со стороны? Нет, конечно. Вот, кстати, в этом плане и удобно снимать видео. Вы можете на себя же посмотреть со стороны и увидеть те недостатки, которые без съемки вы не увидите. Вообще, очень многие ситуации ваши, семейные, рабочие, просто какие-то, надо уметь представлять, как будто вы все, что произошло, сидите и смотрите в кино, как зритель. Тогда вы сможете полноценно это все анализировать. Чтобы вам облегчить это все, представьте, что вы вот ругались целый час там муж с женой. А потом вечером успокойтесь, вспомните всю эту ссору и как будто воспроизведите на телевизоре. Это прикольно. А потом проведите работу над ошибками. Иногда даже с этой ссоры можно и тупо поржать. Так, что у нас тут получается? Наврезал. Какой у нас угол? Ну да, нормально. Блин, у меня это стекло никогда не опускалось. Я уже сколько видео делал. Оно доходило вот только так. А тут мешало вот это направляющее. Сейчас мы ее подогнули, сейчас мы ее сдвинем, и оно стало закрываться. Что самое интересное, оно еще и так открывается. Блин, они никогда этого не делали, они никогда не открывали так. Просто из-за того, что неправильно сделали структуру. Я офигею. Люди могут всю жизнь жить. Вот так вот. Окей. Скажу вам, я раньше более тоже нервный был на работе, потому что я сильно отдавался всему. Я переживал сильно за работу, постоянно торопился, постоянно вот эти работы до 5, бегал с этим инструментов, и давай туда, иди сюда.
Я как-то как зомби был. Вот сейчас я это понял, что я столько нервов потерял, здоровья, вот работая на кого-то, вот в той системе. Меня так вроде приучали. А сейчас я и смотрю, что вам напоминаю, что люди так не работают. И с сыном, даже когда я раньше работал, я тоже от него требовал, типа, как от меня требуют, ты тоже что-то должен. Я все как-то пересмотрел это. Работа должна быть просто работа. Кто-то мне из подписчиков написал, что ты должен работать так, чтобы не уставать от работы. Да, ты просто делаешь работу, но она не должна превращаться в какую-то каторгу, она не должна быть единственным смыслом в жизни, как кто-то мне тоже сказал после последнего видео, где я там по супермаркету, говорит, извини, это не твое, что я там как бы не вписываюсь в тот пейзаж. А мы все должны вписываться, мы не должны быть только наша жизнь здесь, а там нет. Вот потому надо чаще выгуливаться по супермаркетам, по всяким интересным заведениям, по музеям. Что вы думаете, я и в музеи хожу, и нормально я вписываюсь. И мы сегодня с Юрой молодцы. Эти все розетки с кабеля переделал, потому что старая электрическая коробка была прямо под умывальником получилась. Там, не знаю, может увеличить, кран поставил, порядочек навели, аж уходить не хочется. Все переместили в комнату, которая уже готовая, аккуратненько сложили, а то вы все смотрите, что у меня бардак. Все пока так. Окошко закрыл, чтобы бандиты не пришли и не украли ничего. Вы говорите, о, тюрьму сделал. Да, тюрьму. Пусть лучше тюрьма, чем приходите, кто хочет, и берите, что хотите.